Обновленная версия смарт-часов, которым уже около 2 лет, собственно модели. Данная модель имеет хороший AMOLED-экран с технологией Always On Display, функцию автояркость, стильный дизайн, отличную сборку и качественные материалы, круглосуточный мониторинг пульса, измерение SPO2, уровня стресса и мониторинг сна. Также можно отметить отличное время автономной работы, встроенный динамик и микрофон, возможность загружать музыку на сами смарт-часы, подключать Bluetooth наушники, использовать GPS-навигацию для записи маршрута во время тренировок. Как вы уже поняли, обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Amazfit GTS 2, новая версия 2022 года. И основной ее плюс, разумеется, в том, что здесь не будет старого аккумулятора. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам подробненько расскажу. И не забудьте подписаться на канал с колоколом. Здесь много всего интересного, притом каждый день, а иногда даже чаще. Распаковка. Поставляется данная модель в белой коробке с изображением смарт-часов, названием модели и основными фишками. Внутри нас также ожидает белая коробка с логотипом Amazfit. Все как много лет назад, точнее 5 лет назад я первый раз свои Amazfit распаковал. Упаковано все хорошо, но есть легкий запах химии, который практически сразу же выветрился. В комплекте мы имеем смарт-часы с ремешком, краткое руководство пользователя и зарядное устройство с 2 пинами. Заряжать в подвешенном состоянии можно. И это значит не то, что вы будете их заряжать в подвешенном состоянии, а что они, если что, у вас не слетят с зарядки. GTS 2 без ремешка весит 26 граммов, слегка больше, чем старая версия GTS 2. Ко всему, слегка шире они еще и толще. И габариты новой версии GTS 2 43 на 36 на 10 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, иногда больше. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, нас там очень много, уже 89 тысяч человек. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек. И активно минимум 5 тысяч, статистику стабильно скидываю. И мой личный телеграм-канал, там я с вами общаюсь по поводу того, что я буду еще тестировать и какие результаты тестов до обзоров. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляется новая версия GTS 2 в 2 расцветках. Это черная и розовая. Ремешок из силикона на 20 мм, быстросъемный, по качеству он неплохой. Выглядит стоковый ремешок интересно из-за точечной структуры. Застежка на нем классная. Дизайн самих часов от старой версии не особо отличается. Выглядят они хорошо как на мужской, так и на женской руке. Корпус GTS 2 выполнен из того же алюминиевого сплава, а нижняя часть из матового пластика. Качество материалов отличное, сборка достойная и корпус не марки. При носке часы не ощущаются, спать в них комфортно, но запястье под ремешком слегка потеет. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья, такие как BioTracker 2 PPG с поддержкой измерения уровня кислорода в крови, геомагнитный датчик, датчик внешнего освещения, акселерометр, гироскоп и барометр. Далее есть одна физическая кнопка, которая интересно оформлена вместе с правым торцом смарт-часов. Нажимается она хорошо, люфт есть, но небольшой. Кнопка выполняет функцию включения экрана и переход к меню. Двойным нажатием в стоке можно перейти к тренировкам, переназначить команду можно прямо со смарт-часов и зажатием кнопки можно только включить, выключить или перезагрузить устройство. Функцию прокручивания данная кнопка не выполняет. Это вам не Digital Crown. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем на 1,65 дюйма с разрешением 348 на 442 точки и слегка закругленными краями. Установлено здесь закаленное стекло 2,5D и покрытие против отпечатков пальцев, которое себя довольно хорошо показало. Плотность пикселей отличная, 341 ppi, скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу смарт-часов удобно. Система не подвисает, но изредка проскакивают фризы. Экран имеет хорошую цветопередачу, рамки хоть и заметные, но они симметричные. Автояркость на борту и работает она корректно. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, интерфейс доступен на русском языке с некорректным переводом. Да, и шрифт не лучший, так что это дело они вообще никак не допилили. Автовыключение экрана можно настроить максимум до 30 секунд, а постоянно включенный экран максимум до 20 минут, что стандартно. Always on Display на борту, AOD может работать весь день по расписанию или в умном режиме. Стиль AOD зависит от циферблата, а также есть 2 изготовленных стиля AOD. Поднятие запястья для активации экрана срабатывает стабильно, но не быстро. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту, но вот включить экран тапом нельзя. Блокировка смарт-часов при снятии с запястья с установкой пароля также имеется. С главного экрана по свайпам сверху вниз удобная панель быстрого доступа, в ней есть все необходимое. Снизу вверх стандартно уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Если смахнуть слева направо, то первый виджет — это карточки быстрого доступа. Настроить порядок виджетов, как и меню, можно. В меню мы имеем систему оценки состояния здоровья Pi, измерение ЧСС, кислорода в крови, тренировки, измерение
уровня стресса, активность, погода, музыкальный плеер, через который можно управлять музыкой, воспроизведенной на смартфоне, и воспроизводить загруженную музыку на сами смарт-часы, что прям очень круто. Далее есть будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, события, таймер и секундомер, которые могут работать в фоновом режиме, компас, барометрический высотомер, поиск телефона и настройки. Bluetooth здесь старой версии, я не знаю, где они его откопали, но здесь и 5.0. Это не очень плохо, но странно. Подключить внешние Bluetooth устройства возможности есть. К примеру, можно подключить беспроводные наушники, беспроводную колонку и слушать через них музыку, которую вы закачали на часы. А вот аксессуары для тренировок, к сожалению, подключить у меня не получилось. Выделенной внутренней памяти на борту 2,7 гигабайта, для музыки хватит. Через приложение можно загружать песни прямо на смарт-часы. Голосовой помощник в нашем регионе не актуален, хотя кто-то через VPN извращается, но по мне это все припарка, понятно для кого. Спортивных режимов на борту более чем достаточно, отслеживание плавания также есть, как и автоопределение бега, ходьбы, катания на велосипеде, плавание в бассейне, а также эллиптический тренажер. Напоминание о необходимости подвигаться приходит. Из навигации на борту GPS плюс GLONASS, GPS плюс BDS, GPS плюс Galileo, GPS местоположение определяется до 20 секунд, что не быстро. Карты часы строят неплохо. Погрешность в построенном маршруте есть, но минимально. Загружать маршрутные часы нельзя, пользоваться плеером во время тренировки можно, да и сама тренировка может работать в фоновом режиме, что очень удобно. Далее, звонить с самих часов нельзя, так как не предусмотрена телефонная книга или список последних вызовов на самих смарт-часах. Принимать входящий вызов можно, как и сбрасывать или ставить на беззвучный режим. Микрофон отрабатывает хорошо. Сильно повышать голос для того, чтобы собеседник расслышал мою речь, мне не приходилось. Динамик достаточно громкий, звучание качественное, как для смарт-часов в этой ценовой категории. К слову, для того, чтобы использовать Bluetooth-звонки, необходимо через сами смарт-часы подключаться к смартфону, так как у меня лично на смартфоне в Bluetooth-вкладке данная модель не отображалась. Вибромоторчик слабенький, можно устанавливать персонализированную вибрацию, но настроить силу вибрации нельзя. Уведомления приходят моментально. Смайлики отображаются, но не все. Иконки приложения отображаются, что хорошо. Быстрых ответов на звонки и уведомлений нет. Далее, что касается мониторинга здоровья. Пульсометр работает в автоматическом режиме с периодичностью минимум 1 минута и в ручном режиме. Измерение уровня кислорода в крови работает вручную, автоизмерения нет. Уровень стресса измеряется перманентно с периодичностью в 5 минут или вручную. Пульс у воздуха часы не измеряют. На руке результаты измерения имеют небольшую погрешность. Графики на самих часах достаточно информативные, но вот результаты мониторинга сна на часах посмотреть, к сожалению, нельзя, только в приложении. Сон часы мониторят хорошо, как и все фазы сна с дневным сном. Есть мониторинг дыхания во время сна. Напоминаю, что подобные устройства не являются медицинским прибором. Если у вас есть какие-то проблемы, это уже другая история и другие железки. Емкость аккумулятора 246 мАч, полный цикл зарядки занимает у меня 1 час 42 минуты. Время автономной работы без включенного AOD, Always on Display, но с автоматическим мониторингом здоровья, включенной автояркостью и интенсивным сценарием использования, достигает 3 дней. Если использовать их не так часто, то они смогут прожить свободно и 6 дней. Далее, водонепроницаемость 5 атмосфер. Конечно, я же протестировал их, окунув в воду, по итогу с ними ничего не произошло, что и стоило ожидать. Плавать, принимать душ и так далее с ними можно, спокойно притом. В панели быстрого доступа есть функция блокировки экрана, а вот продувки динамика нет. Amazfit GTS 2 работает в паре с приложением ZEP. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок, и последняя — это профиль, через который можно перейти к настройкам самих часов. На стартовой странице с часами мы видим заряд аккумулятора в процентах, настройка мониторинга здоровья, настройка уведомлений, магазин с циферблатами, их там не особо много, но круто, что есть персонализированные циферблаты, и циферблаты с быстрым доступом к приложениям. Установить любое изображение на заставку можно, ко всему можно установить циферблаты через другие приложения. Далее есть настройка часов и обновление прошивки. Минусы — это старый Bluetooth, рамки, как по мне, большие, нет NFC, нет возможности вставить сим-карту или завести eSIM, нет заготовок для ответов на уведомления или звонки, не отображается график мониторинга сна на самих часах, плохой шрифт и перевод, учитывая, сколько их уже выпускают по большому счету. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Я когда покупал ее, размещал также в телеграм-канале скидок. Не забудьте подписаться, там иногда немного предложений, но они всегда выгодные. Не забудьте подписаться на YouTube-канал, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Резюмирую. Умные часы Xiaomi Amazfit GTS 2 2022 года, учитывая стоимость, неплохие смарт-часы. Выглядят они хорошо, ну кроме рамок, конечно. Функционал, по моему мнению, слегка урезанный, но в целом все, что необходимо, на борту. Если есть возможность приобрести данную модель еще дешевле, чем она стоит на Али, то, думаю, альтернатив здесь нет. Отличается новая версия от старой, по мне, существенно. Это конкретный шаг вперед, хотя в некоторых моментах и шаг назад. Всем, кто оставит любой комментарий больше
больше 5 слов. Огромное вам спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Всем, кто посмотрел, двойное спасибо. От меня, девайсу, да, добра и удачи вам, дорогие друзья.